Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать этот стильный жилет шикарного джинсового оттенка. Смотрите, обращаю ваше внимание, мы видим перед собой такой образ современной стильной женщины, раскрепощенной, уверенной в себе. Этот стиль, уверяю вас, к лицу любой женщины. Смотрите, не молодых он будет молодит, молоденьким и так все к лицу, согласитесь. Знаете, увидела и поняла, что да, вяжется несложно и реально вещь, которая такая универсальная. Джинсы есть в гардеробе любой из нас с вами, правда? И действительно такой молодящий какой-то эффект. Вот мне, например, будет 50 скоро, да, и я бы с удовольствием вот так оделась. Джинсы у меня есть, и не одни, у меня их целых 5 разных оттенков. Вот. И вот такой жилетик, ну, под рубашечку, под белую, под блузочку, ой, ну как же будет хорошо смотреться. Прям так действительно придает уверенности, да. Давайте посмотрим картиночки с данной моделечкой. Ну, вот эта картиночка так смотрится. Вот у нас спиночка так выглядит. Знаете, приближала узор. Вот приближаю вам узор. Посмотрите, как отделочка у нас идет. Значит, здесь явно вырисовывается вырез горловины, да, небольшой, неглубокий. Здесь вырисовывается явно, что у нас есть небольшой, так сказать, вырез по пройме, да, то есть мы делаем здесь закрытие петель у проймы, как обычно, вот, и обвязочка планочкой у нас идет, везде она у нас идет. Давайте посмотрим. Так, вот у нас такая еще есть красота. Так. И вот так, да. Ну, конечно, вот, знаете, такие штанишки сейчас модны с дырочками, но я, честно сказать, такие не очень-то люблю. Ну, это, наверное, в силу как бы моего возраста, возможно. Так, ну, в общем, вот все, что я хотела вам показать вкратце, да, посмотрите еще разочек. То есть цвет у нас явно выбирается такой темновато-голубой, да, голубовато-серый, правильнее даже так сказать. Под рубашку он смотрится, под блузку белую он смотрится очень хорошо, и действительно надо его носить под джинсы. Очень будет вот такой образ рисоваться современной стильной женщины. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, мои хорошие, в сегодняшнем мастер-классе мы будем с вами составлять описание этой модельки, значит, на размеры такие, как 44, 46, 48, 50, 52, 54. Разрабатываем мы, как всегда, проект вязания данной модели. Вот. И, в общем-то, прорабатываем деталечки. Я сегодня вам предлагаю целых 3 узора. Это узор в баранском вязании называется бабочка. Перекрещивание у нас идет симметрично от центра. Как это все сделать, я сегодня вам расскажу. Ничего сложного нет. Такой красивый жилетик сможет связать любая, даже начинающая вязальщица. Рукавчиков здесь нет, а вот этот красивый, элегантный жилет, думаю, под силу будет многим из вязальщиц. Так, ну а сейчас давайте с вами приступим к выбору пряжи. Так, для вязания будем использовать пряжу Alize Lana Gold Fine Classic. Это пряжа полушерстяная, 49% у нас занимает шерсть, остальное акрил. Вот ее состав, да, 51% акрила. Цвет 40.
турецкая пряжа в 100 грамм 390 метров, очень хорошего качества. Вот я показываю, она средней толщины, такая, знаете, бюджетная, приятная пряжа, обычная, без наворотов, хорошего качества. Что еще нужно, да, для счастья? Мы будем вязать с вами сегодня вот такой узор. Называется он узор с переплетениями или бабочка, так называемый узор, бабочки. Вот такое сегодня я вам предложу 3 варианта развития событий этого узора. То есть вот здесь у нас перекрещивается 12 лицевых петель. Можно сделать эти бабочки поменьше, на 8 петлях будут бабочки, и побольше. И побольше на 16 петлях бабочки покрупнее. То есть вот такой вот у нас сегодня план действий. Мы свяжем вот этот образец. Потренируемся, как нам это научиться перекрещивание делать, да, посмотрим схему, соответственно. Вот, затем сделаем расчеты узора, расчет плотности и затем, как правильно нам распределить петельки на тот или иной размер, сколько их набрать. То есть расчетный час пойдет у нас на разные размеры. Давайте сейчас посмотрим схему узора. Тут 2 вот схемы. Смотрите, вот эта нижняя схемочка, это то, по которому мы будем сегодня образец вязать. Раппорт ее составляет 14 петель, и высоту у нас получается, значит, 14 рядов. Но на самом деле коса вяжется на 12 петлях. То есть перекрещиваем по 6 петель направо и налево, соответственно. Вот эта маленькая коса идет как альтернативная вот этой большой косе. 8 петель у нас ширина косы и 10 рядов высота ее. То есть тем, кто хочет помельче узорчиком, наверное, вот эта коса будет в самый раз. И есть еще, значит, такая коса самая крупная. Сейчас я ее тоже схему нарисовала. Она вот так выглядит. То же самое, значит, у нас идет размахи вот эти по 8. Значит, 8 петель будем перекрещивать направо, 8 налево. И здесь у нас раппорт этой косы составляет 18 рядов в высоту и 16 петель в ширину. Вот. То есть это такая будет крупная. Вязать будем среднюю бабочку. Это бабочка в аранском вязании, так называется этот элемент, когда у нас симметрично, зеркально вот эти перекрещивания идут от центра. Очень красиво смотрится. Эту бабочку будем сегодня вязать 2 способами. Я покажу, как сделать перекрещивание по-моему, то есть как я это всегда делаю, или перекрещивание с помощью дополнительной такой спицы специальной. Так, у нас есть выкройка. Размеры здесь не стоят, но в целом очертания, девочки, можете сделать скрин и поставить свои мерочки, которые вам нужны, будут ваши индивидуальные. Вот. А так вот, в общем-то, то, что есть. У нас есть пройма, маленькая такая проймочка, будет неглубокая, и вырез V-образный по переду. Вот. У спинки тоже будет вырез, он здесь не показан. Маленький, тоже не глубокий, на 2 сантиметра всего глубиной. Вот. И все детальные расчеты у нас будут идти, значит, после того, как свяжем образец. То есть это конец видео, приблизительно 10-15 минут до конца мастер-класса. Там посмотрите, значит, мои вот эти все объяснения и расчеты. И, конечно же, описание. Вот это описание я выкладываю под видео. Смотрите, здесь у нас сегодня 44, 46, 48, 50 размер, 52, 54 используется. Ну и все все, что здесь есть, почитайте под видео самостоятельно. Не буду заострять внимание. Смотрите, при вязании обвязки петель выреза горловины по переду, да, вот здесь я пишу, для планки набрать на круговые спицы по краю горловины петли, связать планку 3 см, высоту резиночкой 1 на 1. Здесь можно подписать, могу сейчас сказать устно, в самом центре вот этого выреза
в остром углу в этом, да, понимаете, о чем я говорю, будете вязать, чтобы сформировать такой острый угол, надо 3 петли вместе провязывать с выделением центральной петли, чтобы это красиво ложилось. Так что имейте это в виду. Так, ну а сейчас приступаем к вязанию образца. Для вязания образца я набрала 32 петли. И начинаем с вами вязать узор. У меня будет 2 раппорта в ширину вязаться. И мы вяжем первый ряд. Итак, у меня будут промежуточные 2 изнаночные вязаться. Вяжем 2 изнаночные. Затем, смотрите, давайте свяжем дополнительный ряд вспомогательный, прежде чем приступить к перекрещиванию, потому что с первого ряда перекрещивание делать неудобно, нежелательно. Вяжем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, дальше идут 2 изнаночные. И опять 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вторая коса. И у нас еще остались 2 изнаночные. Вяжем кромочные и изнаночные. Переворачиваем на изнаночный ряд. Все четные ряды, которые будут являться у нас изнаночными, мы вяжем, как смотрят петли. А теперь приступаем к схеме и вяжем первый ряд. 2 изнаночные. Далее вяжем так называемый элемент в аранском вязании бабочка на 6 петлях. Берем 6 петелечек. Можно использовать дополнительную спицу. С ней очень удобно для новичков вязать. Вот. Смотрите, берем 6 петель, я снимаю 6 петель на правую спицу. И у меня идут, смотрите, первые 3 петли за работой, а следующие 3 петли перед работой. За работой вы на дополнительную спицу снимаете и туда, да, оставляете. А здесь вот так вот, значит, следующие вот эти вот 3 петли, они у нас оказываются первые, и мы вяжем наше перекрещивание направо, все петли лицевыми, все 6 лицевых. Вот. Дальше вяжем следующие 6 петель, перекрещиваем налево. Также 3 петли снимаем. Они у нас будут перед работой, следующие 3 петли за работой, оказывается первые. Вот так перекрестили. И все 6 провязали лицевыми. Далее идут 2 изнаночные и повторяем такую же косу. И смотрите, сделали мы с вами перекрещивание. И дальше у нас 3, 5, 7, 9, 11, 13 ряды вяжутся в косе лицевые петли. То есть здесь у нас остаются, мы вяжем 2 изнаночные, а вот наша коса идет 12 лицевых. Вот. Затем опять 2 изнаночные. И снова наша коса 12 лицевых. Вот и весь узор. Вот такой вот. Каждый раз опять 2 изнаночные, кромочные. Итак, нам надо, конечно же, узнать, какая плотность вязания в узоре. Поэтому будем вязать высоту на образец. Сколько-то там получится у нас раппортов. Да? Следующее перекрещивание будет получаться в 15 ряду по порядку, если идти. Иными словами, раппорт составляет 14 рядов, и 15 ряд это то же самое, что первый ряд. Да? То есть встречаемся с вами в следующем перекрещивании в 15 ряду.
3, 5, 7, 9, 11, 13 ряды вяжем в косе лицевые петли. Вяжем самостоятельно, девочки. Итак, я связала 14 рядов самостоятельно, и вы, наверное, тоже. И сейчас наша задача сделать перекрещивание в косе. То есть у нас 15 ряд. В 15 ряду сейчас я вам хочу показать, девочки, как это сделать с помощью дополнительной спицы, вот этой, да. То есть я вам показала, как это делаю всегда я, но может быть кому-то важно с дополнительной спицей, да. Вот смотрите, мы снимаем с вами 3 петли на дополнительную спицу, да, вот, и оставляем их за работой. А вот эти петельки мы провязываем 3 лицевые. Затем петельки с дополнительной спицы возвращаем на левую спицу. Можно прям с дополнительной высший пилотаж вязать, да. Снимаем эту, вытаскиваем эту дополнительную и вот так вяжем 3. Конечно, это более геморройно, я бы так сказала, заморочено. Так, следующие 3 петли перекрещиваем, 6 петель перекрещиваем налево. Также 3 петли снимаем, оставляем перед работой. Следующие 3 петли вяжем как 3 лицевые. Петли с дополнительной спицы возвращаем сюда, на левую спицу. И вяжем как 3 лицевые. То есть вот такой еще вариант возможен. Перекрещивание с помощью дополнительной спицы. Надо просто потренироваться, и все будет хорошо получаться. Но мне, конечно, привычнее мой вот этот способ. Еще раз я его показываю. 6 петель сразу снимаем на правую спицу. 3 за работой. Уже отработанный механизм. 3 перед работой. Вот я их поменяла местами. Перекрестила направо. И вяжем все 6 лицевыми. Вот. Тут главное петли не упустить. Но они не упускаются, как правило, если все технично сделать. Следующие 6 петель перекрещиваем налево. Также первые 3 у меня перед работой, следующие 3 за работой. Вот так. Всех я возвращаю на спицу свою левую и вяжу как 6 лицевых. Далее у нас идет повтор раппорта, то есть далее у нас идут опять лицевая гладь в косе до следующего перекрещивания. Да, я сейчас провяжу еще, значит, какой-то интервал, еще столько же. Давайте раппорт я свяжу, чтобы он красиво смотрелся. Сделаем влажную тепловую обработку, расчет плотности нас ждет. Итак, сейчас мы будем с вами делать влажную обработку образца. Горячим паром я обдаю наш образец и тяну его в разные стороны, в ширину, в высоту. Так. И в таком расправленном виде оставляем сохнуть. Так, и сейчас мы будем с вами делать измерения. Прикладываем линеечку, измеряем ширину образца. Получается 14 сантиметров. Мы использовали с вами 32 петли в узоре. 32 делим на 14. Получаем плотность 2,28. Ну, давайте напишем 2,3. В 1 сантиметре 2,3 петли. Так, и по вертикали то же самое делаем. Прикладываем линеечку, измеряем. У меня 14,5. И сколько здесь рядов? Сейчас надо посчитать. Я посчитал 34 ряда у меня получается. И мы 34 ряда будем делить на 14,5 сантиметров. Получаем 2,35, я бы даже так сказала. Ну, в общем, давайте напишем 2,35.
в 1 сантиметре 2,35 ряда, чтобы быть более точными. Сейчас с этими цифрами идем составлять расчеты, делать на несколько размеров описания. Вот такую выкройку, девочки, я подобрала для данной модели. Будем составлять написание для размера 44, 46, 48, 50, 52, 54. И берем ширину спинки сразу и передом. 50 сантиметров первый размер, 56 сантиметров второй размер, 61 сантиметр третий размер. Ну и соответственно петли. Считаем 50 сантиметров, умножаем на нашу плотность, которую только что определили, 2,3. То есть мы с вами 50 умножаем на 2,3, получаем 115 петель. Но я сделала 116 для нашего узора, чтобы правильно расположить. Затем у нас идет с вами 56 сантиметров второй размер на 2,3 плотность. Получается 130 петель. Ну, 129 здесь. Также берем 130 для узора. И 61 сантиметр для третьего размера умножаем также на 2,3, 140 петель. Теперь узоры. Как распределяем узоры? Надо, чтобы было четное количество петель. Ну, целое количество раппортов. За раппорт для данного узора я принимаю 14 петель. 2 изнаночные и 12 петель косы. Первые 2 изнаночные, как мы вязали в образце, и 12 петель косы в сумме составляют 14 петель. То есть я сейчас все наши петли должна поделить на 14 и выделить целое число. 116 петель делим на 14, получается 8 раппортов. Как я вам уже сказала, 8 раппортов по 14 петель. То есть это 8 на 14, получается 112 петель уже задействованы. Плюс 2 петли для симметрии. У нас идут 2 изнаночные, слева добавляются. Плюс 2 кромочные. Вот наши 116 петель получаются. Рисую схематично, как я обычно это делаю. 8 раппортов, да? Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 раппортов по 14 петель. Начинается у нас раппорт с 2 изнаночных и 12 петель коса. Крайне левые мы добавляем 2 изнаночные для симметрии. Здесь ведь начинается с 2 изнаночных, значит и здесь должно заканчиваться 2 изнаночными. Добавляем кромочную справа, добавляем кромочную слева. Получаем с вами в сумме 116 петель. Для второго размера у нас будет 9 раппортов, точно так же располагаться. И также добавляем 9 изнаночных крайне левых для симметрии. И для третьего размера у нас с вами будет несколько иначе все выглядеть. Там я добавляю изнаночные петли. У нас 9 раппортов, да? Рисуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по 14 петель. Вот. Дальше у нас идут 2 изнаночные слева, да? Кромочная справа, кромочная слева. И в сумме это и есть у нас наш второй размер, 130 петель. А нам надо, чтобы было 140 петель. То есть добавляем 5 изнаночных справа, 5 изнаночных слева. Вот. И в сумме это будет 140 петель. Понятно, да? То есть 9 раппортов у нас, но вот здесь слева будет у нас в сумме 7 изнаночных. И здесь тоже 7 изнаночных будет. Но у нас в раппорте учтены 2 изнаночные. И потом идет коса на 12 петлях. Понятно, да? То есть по 7 изнаночных и косы наши идут. Чередуются они, между ними тоже 2 изнаночные.
Так, это понятно, как располагаем узоры, да? Спинка и перед вяжется одинаково. У них разный вырез горловины. По переду у нас V-образный вырез. Я сделала 21 сантиметр высоту выреза. На все размеры у меня получилась такая величина. Он там вытягивается автоматически. В каждом втором ряду идут убавки. Почему в каждом втором ряду? Сейчас объясню. Надо, чтобы они были равномерные, да, эти убавки. И сейчас я объясню, как я считала эту равномерность. Смотрите, на вырез горловины у нас придется, в зависимости от размера, 50, 52 или 54 петли. Вот, то есть, если мы с вами берем 22 сантиметра, вырез горловины, 22 мы умножим на плотность 2,3, вот видите, 50 петель. От них я и пляшу. Первый размер 50. На плечи остается 22, 28, 32 петли. В этой модели я использую неглубокую пройму. Пройма рукава у нас будет составлять 11 петель. Как их закруглить и правильно закрыть, я опишу в описании под видео. Сейчас на этом заостряться не буду. Говорю, в целом 11 петель. Высота проймы у нас будет в зависимости от размера 21, 22, 23 сантиметра. Вот, переводим сразу эти показатели в ряды. Девочки, сразу в ряды переводим. То есть, смотрите, у нас планка начинается с резинки 1 на 1. Вяжем на высоту 5 сантиметров. Переходим на узор вот этими петлями. В последнем изнаночном ряду делаем крупную прибавку в 20 петель. То есть, соответственно, набор на резинку будет меньше на 20 петель, чем здесь указано. Это петли узора указаны с его плотностью. А у резинки будет своя плотность на 20 петель меньше. Вот, в последнем изнаночном ряду равномерненько прибавим 20 петель и перейдем на узор. Вяжем, 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 вяжем 32 сантиметра узором. И эту циферку мы переводим в ряды. 32 ряда умножить на 2, 35, плотность по вертикали наша. Получается 76 рядов. Всегда пишется нечетное число. 76 рядов связали и закрыли вот здесь петли проймы, да? Вот, далее вяжем высоту и формируем вырез горловины. Как его сформировать, девочки? Вот если у меня берется 21 сантиметр, на какой высоте начинаем формировать, будет в описании указано. От планки считаем здесь, в зависимости от размера будет своя высота. Кстати, здесь тоже в зависимости от размера, видите, будет своя высота. Вот эта величина, которую я взяла, усредненная, то есть 58 сантиметров в длину, общую длину изделия, она будет у вас ваша личная, индивидуальная. Вы, пожалуйста, для себя эту величину определите самостоятельно. Я сейчас рассказываю как учебный материал, как мы работаем с цифрами, да, то есть у меня такое проектное идет решение, расчетное. А вы уж вот эти все тонкости под свою фигуру и под свои пожелания самостоятельно, пожалуйста, на выкройку внесите. Итак, смотрите, 21 сантиметр у нас с вами умножаем на плотность, то есть переводим сразу в ряды. 21 на плотность 2,35 по вертикали, получается 40, ну, получается 50 рядов, да? У нас с вами на каждый скос вот этот надо по 25 петель закрыть. Чтобы вот эти 50 петель оправдать, надо закрыть у переда в каждом втором ряду. Как определила? Очень просто. 50 рядов разделила на 25 петель по каждому скосу. Получилась циферка 2. В каждом втором ряду закрываем по одной петле. Конечно, здесь будут детальки наши, половиночки вязаться отдельно. То есть вначале одну половиночку свяжем, потом зеркально, симметрично вторую свяжем. Да? Но принцип вам понятен в каждом втором ряду. Более вот это все подробнее я опишу в виде текста и выложу под видео для вашего удобства, так скажем. Да? Самое главное у нас было определиться, как распределить вот эти вот узоры.
хотите вы мелкую косу, да, 8 петель, которые. У нас будет либо 2 изнаночные между косами, либо 1 изнаночная между косами, то есть как вам хочется. Если вы возьмете 2 изнаночные, то раппорт узора будет составлять 10 петель, да. И если, предположим, у вас такая же пряжа, такая плотность, то сколько, вот 116 петель на примере первого размера. Предположим, у вас 116 петель, да, и надо вам 10 раппортов разместить, 10 петель разместить. То есть мы 116 петель делим на число петель в раппорте, 10. И это получается 11 целых раппортов, девочки, 11. 11 на 10, 110 петель. Что делать с 6 петлями, которых не хватает? Смотрите, 2 петли у нас идут для симметрии, я добавляю 2 петли для симметрии, это 112 уже петель. Я добавляю 2 петли кромочные, это уже 114 петель. То есть вместо 116 будете набирать 114 петель, на 2 петли меньше. Но при этом у вас все будет хорошо и замечательно смотреться. 2 петли это вообще ни о чем, да? Когда такая большая ширина, как бы большой свободный вот этот крой на 44-46 размер, 2 петли вообще не играют никакой роли. То есть я вам просто как учебный материал сейчас показала, как правильно откорректировать петли. В зависимости от того узора, который вы захотите выбрать. Да? Как вот эти раппортики мы считаем, чтобы они у нас симметрично, красивенько смотрелись. Так, мои хорошие, я желаю вам удачи. Все я вам рассказала, описание под видео будет выложено. Вот, вяжите не напряжно. Джемпер действительно, вернее не джемпер, а жилетик очень такой прям интересненький. Вот. И я думаю, что если вы его свяжете, он будет доставлять вам радостные минуты. До новых встреч!